Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Итак, я сегодня не знаю, на чем я хочу поиграть, поэтому я буду плыть по течению, я буду сегодня водой, буду принимать абсолютно любую форму, соответственно, поэтому присаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, хорошего вам дня, ну и, соответственно, кто засыпает, приятных снов. Ну и раз такое вступление, то не забудь поставить свой лайк, чтобы поддержать меня, и мне, соответственно, будет намного приятнее, когда у меня будет кучу лайков, поэтому... И еще такой момент. Я там в своем телеграм-канале, если что, сделал опрос, потому что у меня есть одна игра в запасе с предыдущего патча, где я играл против игрока, который находится в топ-10 мира. И если это интересно, соответственно, мне нужен фидбэк. Поэтому в моем телеграм-канале опрос, заходите, отвечайте, все такое. И я буду уже, соответственно, знать, стоит ли мне выкладывать с предыдущего патча ролик или не стоит. Там игра на почти плюс 40 раундов. Плюс-минус, короче, 40 раундов. Точно не помню, сколько там, короче, раундов. Вот. Так, что там? Есть суммоны? Там уже куча двухзвездочных фигур. Понимаю. Понимаю, начало интересное. Спасибо. Медальон классный, мне нравится. Мне нравится. Здесь есть Зевс и есть Варлок. Ну и, в принципе, есть Квапа. Можно было бы попробовать сыграть через убийц. Мне как раз 2 Сларка пришло. Рок войны, отлично, это мне надо. Сюда эту прикормку. Это мне надо. От этого отказываться я не буду. Вот. Хотя нет, 2 Сларков продам. Может быть, запишу ролик на убийцах. Кстати, тоже напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть, как я реализую убийц. Чтобы я знал, стоит ли мне приложить усилия, чтобы записать этот ролик. Ну, короче, вы поняли. Давайте, работаем. Работаем. От вас фидбэк, от меня, соответственно, качественный контент. Чё там, чё там? Опа. Опа. Молот грома, это нам надо. Жрец, это нам тоже надо. Но я возьму молот грома, лишним явно не будет. На самом деле, молот грома это классная вещь. Ну, классно, кому-то уже что-то панда принесла. Да, кстати, давненько я не записывал контент с пандой. Короче, я поставлю вот таким вот образом сейчас свой стол. Взял себе 5 уровень. Может, мне будут приходить фиолетовые фигуры пораньше. Может, антимаг какой-то упадет, и у меня будет более-менее хороший старт. Там уже паренек в 2 убийцах двухзвездочных сидит. Понимаю. Так, тут орк-охотник без рога войны. Это отменно, прекрасно, потому что когда появится мой кабанчик, он просто порвет его, как тузи-грелку. Это будет битва кабанов. На. Мой кабан намного опаснее. Если еще орк-охотник 2 звезды придет, это будет идеально. Ну, пока что такое себе мне падает. Агра, наверное, возьму. Может быть, Огр накинет, соответственно, свою способность на моего орка-охотника, и он засуммонит 2 кабанов. Не, ну когда ты, знаешь, на 3-м раунде получаешь 2 панды, это сильно. Если он соберет еще Эмбера в 3 звезды, то будет это вдвойне сильнее. Так что... Вот такие вот пирожки. Ладно. Может, у меня получится, кстати, ранних 4 орков собрать. Ну, желательно, чтобы они, конечно, были в 2 звезды. Было бы намного идеально. А еще у меня так чешется нос, ребята. Я, скорее всего, чихать буду. Либо не знаю, почему он чешется, но чешется. Важная информация, да? Блин, ну там столы, конечно, у ребят довольно-таки серьезные. Особенно вот этот вот убийца с 2 двухзвездочными убийцами. О, там пишут, что магов будут собирать. Окей. Так, ну этого я выиграю. Мне нужно усиление. Я хочу усиление. На самом деле пусть собирает магов. Магов довольно-таки легко контрить. Если в этой игре еще и будет тайт, то там вдвойне легко контрить. Короче, ребята, у меня к вам такая новость. Об этом не писали в патче. Но Марси сейчас понерфили. Ой-ой-ой. Ну, классные 2 легендарные фигуры. Ой, легендарные. 2 фиолетовые фигуры. Хотелось бы, конечно, их взять. Хотелось бы. Можно было бы и через чернокнижников в этой игре сыграть.
Сложно. Сложно. И еще раз сложно. Так вот, я говорил о том, что понерфили Марси. Я не знаю, зачем это разработчики сделали, но теперь Марси намного слабее, чем была. Это жесть. Теперь, когда она использует свой ультимейт, она может нанести ровно 5 ударов за 1 секунду. Раньше она могла нанести чуть больше ударов. Плюс у нее еще есть задержка между вот этими вот комбо-ударами. Это такой бред, я не знаю, зачем это разработчики сделали. У меня на самом деле кипит 5-я точка от этого. То есть, имбового антимага они не могут понерфить уже больше года. А Марси, которая, ну, извините, не имба, просто приятный герой, они берут и нерфят. Молодцы, ребята. Такой бред. Ну, и я осуждаю разработчиков за такую тему. Я не знаю реально, зачем они это сделали. Теперь Марси не такая имба. Она намного слабее, чем была. Короче, в шоке от этого был. Я когда увидел это, у меня чуть глаза из орбиты не вылетели. Да, она все равно еще приятный герой, все такое. Но раньше она была намного приятнее. Теперь, чтобы вы понимали, вот получается, она дает свою комбо. Проходит потом, ну, секунда, да, или сколько там у нее задержка между комбо-атаками. И это много. Это очень много. Раньше это как-то, ну, экономнее, что ли, было по времени. И она намного рентабельнее была из-за этого. Но сейчас... Бред. У-у-у-у! 5-й уровень ДК, понимаю. Угу. Прикольно. Ну, что я могу сказать? Прикольно. Больше мне, в принципе, и нечего сказать. Темного лорда взял. На самом деле, я считаю, что для героев 2-го тира это очень и очень приятный герой. Я бы даже сказал, очень сильный для 2-го тира. Поэтому, ребята, если он вам падает, то берите. Если еще и в 2 звезды его собрали раннего, то тоже это вообще прекрасно. Парочку щитов своих накинет, будет максимально приятно. О, тут тоже игрок пишет о том, что новый герой, который вышел, сильный для 2-го тира. Я полностью согласен с этим, полностью. В действительности очень сильный герой. Жрец. Я на всякий случай возьму жреца, мало ли мне аптечка священника упадет. Я, кстати, знаете, что поставлю себе баф чернокнижников. Вот этих вот поубираю. Синергия древних мне тоже понравилась. Теперь синергию древних можно использовать в разных вариациях. И когда ты, короче, получаешь отхил, то, соответственно, синергия древних срабатывает. И раз... О, мой подписчик. Получается, он мой подписчик. Да. Все. Ну, раз он мой подписчик, то, соответственно, игра будет очень конкурентной. Кстати, парень на фокуснике молодец. Всех поставил кучно. Мне такие ребятки нравятся. Ребят, всегда ставьте всех кучно. Абсолютно всегда. Вот только что Темный Лорд накинул свой щит. И, соответственно, вот эти ребята, которые были все кучно, они все получали урон. Посмотрите, сколько урона нанес Темный Лорд. 2300 урона. И Шаман Лавы, соответственно, кучу урона еще и нанес. Еще и в Сайленсе их поддержал. Знаете, мне хочется в этом патче попробовать записать шаманов. Если кто-то записывал шаманов, то напишите в комментариях, насколько сильны сейчас шаманы. И... Ну, короче, напишите все плюсы и минусы по поводу шаманов. Что вы думаете о них и тому подобное. Потому что есть новые предметы, а конкретно один, это шляпа безмятежности. Для шаманов она прекрасна. Она дает ценность +1, и там можно получить, допустим, фиолетовую фигуру раннюю в 3 звезды после перевоплощения. Это прям то, что доктор прописал. В общем, вы поняли. Давайте работаем. Так, интересно, что у меня сейчас за реликвия упадет. Я надеюсь, что-то полезное. Давай, давай, давай. Блин! Жаль, что это, конечно, не хаотичный договор, но... Есть аптечка, а у меня есть винстрик.
Но этого убийцу я никак не заберу, у него слишком сильный убийца. Может взять аптечку священника, рискнуть и просто выйти в максимальный уровень. Да, короче, попробую. Короче, попробую так сделать. Жрецы у меня есть. Поехали. Обидно отдавать винстрик, но я бы и так бы отдал этот винстрик, понимаете? У него еще и мартретка пришла. Да, если бы у меня был такой стол, как в предыдущем раунде, то я бы ему в любом случае отдал винстрик. 2 зомбаря пришло, возьму. Лишним явно не будет. Кстати, а может поиграть через жрецов? Как вам идея? И через орка-жреца. Я думаю, будет прикольно. Реально, я думаю, это будет прикольно. Либо же через шаманов. Собрать каких-то мага-драконов и шаманов сверху поставить. Либо же просто маги плюс шаманы. По старинке, как раньше играли через шаманов. Посмотреть как раз, насколько это будет сильно, либо насколько это будет слабо. Короче, вот так вот сделаю. Выйду в 50 монет плюс. И иду в уровень. Ну, можно попробовать и через жрецов здесь поиграть, а именно через орка-жреца. Будет неплохо, как по мне. Возьму уровень. А что там, баф людей у меня сегодня будет? Я хочу баф людей. На самом деле, если бы мне намного раньше пришел баф людей, было бы намного приятнее. Если бы мне еще и аптечка священника упала так, то вообще было бы 10 из 10. Ой-ой-ой, какие там столы, еще одна панда. Не дай бог он соберет нефритового генерала в 2 звезды, в 3 звезды, будет печально. Будет больно. 5-я точка болеть будет, дай боже. Если что, я сейчас хочу максимально экономить по хп, поэтому я не хочу сильно просаживаться, иначе мне будет тяжело как бы камбэкнуть. Я думаю, вы все прекрасно это знаете, что когда ты очень много хп потеряешь, и если еще баночки восстановят очень мало хп, то это будет 10 из 10. Эх. Чуть-чуть не добил фигуру. Так, зомбарь, отлично. Мне нравится. Зомбарь в 2 звезды, но на самом деле мне зомбарь так хорошо идет. Да что ж такое, нос так чешется. Ой, дико извиняюсь, если что. Спасибо, кто пожелал мне здоровья. Но нос чухался просто жестко. Он до сих пор чухается. Так, все, хватит чихать. У меня аллергия на что-то, понимаете? На что-то у меня аллергия. Походу, инсектоиды в этой игре появятся. Раз чихать начал, то, скорее всего, будут инсектоиды. У меня чуйка. Прикиньте, я его выиграл. Нормально. Ну ладно, как я говорил, я не сильно жадный сейчас буду в игре. Да, у меня есть аптечка священника, все такое, но я не буду сильно жадный в этой игре, потому что мне надо сэкономить хп по максимуму. Надо. Я и хочу и в уровень идти. Может, там будет какой-то легендарный дух. Так, орк-охотники, еще один жрец. Цвета. Может, в этой игре вообще будет Цвета. Точнее, Empress Light. И я, соответственно, соберу ее как керри. Кстати, классный баф людей у меня. Шикарно, я считаю. Что там, клевер будет? Клевер будет. Отлично. Клевер возьму. Кстати, ребята, если у меня микрофон немного как-то по-другому звучит,
да, там есть какой-то шум, либо что-то еще, то я ничего с этим не могу сделать, потому что у меня за окном эти кузнечики, эти сверчки, они меня надоели, честно. Они такие тут серенады запевают, что я вам передать это не могу. И они мне иногда искажают микрофон. Из-за того, что у меня тут стоит шумоподавление от NVIDIA и тому подобное. Поэтому, если что, то сори за это. Я, кстати, протупил, как вы могли заметить, ну, когда с мобами начал драться, я Рок Войны не перекинул в Орка Охотника. Немножечко затупил. Бывает, ничего страшного. Меня нос отвлек, понимаете? Нос чухался, вот и отвлек. Шапку возьму. Не, ну зомбарь отлично идет. Возможно, даже попробую через этого зомбаря поиграть. Если что, кстати, Рок Войны первого тира не работает на Орка-жреца. Тоже такой важный момент. Не знаю, но зомбарь идет нехорошо. Наверное, все-таки стоит поиграть через жрецов. Есть у меня такое предчувствие, что нужно будет поиграть через жрецов. Маги-драконы там собираются, я так понимаю, там будет керри ДК. Интересно. Где мой баф людей? Ребята, ну-ка, давайте разберемся сейчас. Где мой баф людей? Мне нужен мой баф людей. Я и тут выиграю раунд. Хотя нет, там Тинкер в 2 звезды, поэтому не выиграю. Тинкер в 2 звезды меня должен порвать. Прикольно. Наследие Духа Огня. Кстати, если что, то предметы, которые анонсированы были, их вернули. Кстати, спасибо, и баф людей пришел еще сверху. Теперь можно будет попробовать их реализовать и все такое. Так, ну что я хочу сказать. У меня 69 хп, 8 уровень, даже более-менее сильный стол. По крайней мере, он мне, ну, скажем так, нравится. Несмотря на то, что я играю через полную экономику, он мне нравится. Предметы, конечно, странные. Возможно, придется их переделать. Ну, короче, разберемся с этим. Чуть позже разберемся. Темный лорд. Но тут он меня, скорее всего, схавает. Да не скорее всего, схавает. Темный лорд сильный, особенно в 2 звезды. Мой любимый антимаг. Не, в самом деле я антимага поставлю, мне нужно экономить по хп. В этой игре я его пока что убирать не буду. Он мне пригодится. Он мне будет экономить много хп. Особенно, когда у врагов такие столы огромные, он мне будет экономить хп. Соберу его в 2 звезды. Но я в любом случае его буду продавать, потому что я не хочу играть через антимага и показывать контент через антимага. Я думаю, вы и так прекрасно в каждой игре видите этого антимага, и будет лишнее то, что я вам буду показывать еще и тут антимага. Поэтому я играю без антимага. И знаете, надо, короче, создать свою футболку, написать на этой футболке «Нет МБ». И, короче, кружок на антимаге типа запрещен. Отлично, у меня 9 уровень скоро. 49 хп. Тайт. Неплохо. На 8 уровне спокойно так нашел себе Тайда. Шанс 1%, понимаю. Давай я так же самое сейчас Зевса вытащу, а? Но такое счастье мне не прикатит. Ай-яй-яй, на имбе играть. Да, я такой. Не, ну а что он хотел? Я играю в полную экономику, максимально в уровень. И чтобы я не брал имбу? Не, так не пойдет, ребята. Так не пойдет. Я и так даю вам фору. Если вы, конечно, меня быстрее из игры не выкинете. Убийцы огромные. У него 13 винстрик.
Красивая внешка на мартретке. Тоже надо какую-то внешку прикупить на мартретку. На самом деле, надеюсь, что выйдет какой-то боевой пропуск, и там будет внешка на мартретку. Будет вообще 10 из 10. Блин, на самом деле у меня так нос чешется. Я думаю, вы слышите, что я немного шмыгаю. Реликвии, конечно, там хороши. Я бы даже на самом деле не отказался бы от реликвии Маморы. Или мастерской Бумы еще лучше. В общем, что придет, то я и буду рад. Лучше пусть мне Мамора упадет, либо же, соответственно, мастерская Бума. Одно из двух. Это мне прям пригодится. Жрицу поставил, чтобы она свой хил накинула вдруг чего. Все-таки, когда она накинет свой хил, будет немного поприятнее играть. Не, ну только не скажи, что я от мобов откисну, пожалуйста. Жить! Жить! Бей, бей, бей! Хорош! Красава жрица! Я возьму Мамору. Короче, зомбаря закину. Поиграем сегодня через жрецов. Я давно не играл на жрецах, поэтому сегодня мы поиграем через жрецов. У меня 37 хп. Маловато, конечно, осталось хп. Но я хочу взять 10-й. Хотя не. Ну, я думал еще, как запасной план, это собрать себе драконов. И поиграть через драконов. Тут как раз есть сильные легендарные фигуры. Можно было бы поиграть через прокаст. Ладно, сейчас 10 возьмем. Будем отталкиваться от 10 уровня. Так. Да, не густо мне баночки восстановили. А ну-ка в комментариях напишите, сколько мне хп восстановили баночки. Я просто этот момент немного проблымал. Ну, пролюбил я этот момент. Ну, бывает. Я хотел этот момент подметить, но как-то что-то из головы вылетело, если честно, перед тем, как я начал использовать эти банки. Но маловато, по-моему, восстановили. Каждая баночка мне, по-моему, в среднем восстановила по 2 хп. Это очень мало. Очень. Еще одного чувака взорвал. Скоро уже будет 10-й. На 10-м начну ролиться. Драконы. Но против магов-драконов нужно будет собирать морских 100%, чтобы они так жестко меня не били. И можно 5 драконов собрать, в принципе. Либо же... Хотя на самом деле, какие морские? Делаем сейчас проще. Я просто соберу жрецов. И буду просто брать их фигуры под контроль. Тем более у меня зомбарь скоро будет в 3 звезды. Приятно, приятно. А там я еще орка-жреца буду собирать. Буду играть через спам. Так что вообще будет 10 из 10. Правильно я думаю? Я думаю, правильно. Берем Рубика. Пригодится. Скоро будет у меня уже 10-й на секунду. На следующем раунде я возьму себе 10-й. Инвокер уже. 6 рыцарей. Но там 6 рыцарей без денег сидит. Сочувствую ему, конечно. Но сидит без денег. На самом деле я хочу, чтобы мне зомбарь пришел в 3 звезды. С зомбарем в 3 звезды будет намного проще играть. На самом деле, если так посмотреть, боже, какой у меня слабый стол сейчас. Сейчас бы хотя бы не отлететь. Но, кстати, если я буду играть через жрецов, а скорее всего буду играть через жрецов, то мне нужны предметы 4-го тира. Мне нужен рефрешер, некромикон, вот это вот все. Чтобы максимально заспамить вражеский стол.
И чтобы по максимально снести лицо. Маги дракона. Ну... Явился, не запылился. Вы прикиньте, кого он мне прислал. Хитреца. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе за такое пожертвование мне. Ладно, короче, распродам. Хан, отлично. Мне нравится. Минер. Темпларка. Зевс! Вот это мне легендарки насыпало. Вот это я наныл. Наныл. Сильно. Кстати, так тут можно собрать 6 богов. Все, ребята, маршрут перестроен. Мы будем играть через 6 богов. Маршрут перестроен. Раз здесь есть 6 богов, значит мы будем играть через 6 богов. Кстати, надо будет панду сейчас продать. И вместо панды поставить минера. Щегор можно поставить. Боже, да тут такой стол можно сейчас поставить. Обалдеть. Ребята. У меня 1001 идея в голове сейчас появилась. У меня, правда, 24 хп. Может, не выйдет. А может и выйдет. Ой, как хорошо берсерк идет. Минер. Хочу ли я минера? Ну, если минер придет в 2 звезды, то это будет очень приятно. Мобов я сейчас должен затащить. Наныл себе легендарные фигуры. Так, ну, я и горы могу полный поставить. Короче. Делаем так. У меня будет 6 богов. У меня будет керри зомбарь. Поставлю потом сверху орка-жреца. И буду люто спамить. Я думаю, это идеальный план. Надежный, как швейцарские часы. Правда, теперь самое главное, чтобы мне упали нужные предметы. Допустим, мне 2 шапки сейчас упало. 2 шапки-ушанки. Ой, ну, кстати, клинок хорош, но он мне не нужен. Ладно, лучше бы клинок взял. Так, у меня сейчас полный горн есть. Зевс. Вот это я понимаю, легендарки идут. Вот это я понимаю, наныл. Ну, зомбарь. Яйцо, отлично. Ребята, сейчас контент такой будет, вы будете в шоке. Вот этот зомбарь под 6 богами разваливает так. Ну, короче, вы сейчас все сами увидите. У меня еще и фулгорн стоит. Да ты шо? Сейчас будет такая поплава. И БКБ. И цепочка. Но я думаю, на всякий случай взять БКБ. Чтобы против магов защититься. Ладно, я возьму БКБ. БКБ слишком необходимый предмет в этой игре. Защитит меня от любого сайленса, контроля и тому подобное. Вот видите, если бы у меня сейчас... Чего? Вы это видели? Шесть богов теперь откатывают БКБ? Так это же сломано. Это жесть как сломано. Такого быть не должно. В предыдущем патче БКБ не откатывалось. А в этом патче откатывается? Что? Не, ребята, если что, в комментариях меня поправьте. Я, когда брал в прошлый раз 6 богов, в предыдущем патче, то 6 богов БКБ не откатывали. Честно, я сейчас в шоке. Я в лютом шоке сейчас. Вот это прикол. Чего-чего, но такого я не ожидал. Если что, то
Я сейчас на всякий случай буду собирать себе жрецов сверху, чтобы вдруг чего, если меня маг будет жестко сносить, то я сразу поставлю жрецов и заберу этого мага в легкую. Самое главное мне найти орка-жреца хотя бы в 2 звезды с нужными предметами. А нужные предметы это рефрешер и некромикон. Ну и если что, то я остаюсь сейчас 9 из 10 фигур, чтобы если я проиграл, то я хотя бы баночку получил, чтобы хп себе чисто побольше сделать. Кстати, убийца. Ну, убийца тут спокойно вынес, без шансов. Сочувствую убийце. Винстрик заберу. У него хаотичный договор. Я почему-то так и думал. Почему-то я так и думал, что у него будет хаотичный договор. Сейчас потерплю, наверное, до 30-го раунда. На 30-м раунде я рыльну предметы. Мне нужно найти некромикон и рефрешер. А лучше и то, и то. Если я найду и то, это будет имба. Друидов надо собрать. Друиды мне понадобятся. Инсекту. Я же говорил, что я не просто так чихаю. Против меня собрался инсектоид. Вот так вот. У меня аж собака фоном начала гавкать. Тоже почувствовала инсектоидов. Маг, здорово. Как дела, маг? Оп. Не, это бред сломанный. Это тупо бред сломанный. 6 богов откатывает БКБ. Это полный бред сломанный. Серьезно. 1 хп. Еще поживешь. Еще поживешь на 1 хп. Не хорони себя раньше времени. Ладно. Некра. Я это возьму. Я это возьму, потому что 6 богов откатывает некра, и там будет такой спам зомбарей, что ну его в баню. Это сейчас будет жестко. 18 винстрик у убийцы. Я хочу забрать этот винстрик. Но он был на убийцах, у него сейчас инсектоиды. Но инсектоида нужно наказывать. Я думаю, сейчас я его так накажу, что мало не покажется. Итак, мне осталось найти рефрешер. И жизнь удалась. На самом деле я в шоке, что мне с первого раза повезло найти рефрешер. Ой, рефрешер. Некра. Это сильно. Как же это сильно. Вы просто посмотрите на это. Это жесть. Какая жесть. Обалдеть. Минус 20. Сюда. Нормально, мне легендарные фигуры сейчас сыпятся. Я такое одобряю. Зевс в 2 звезды. Еще и Хана, если соберу в 3 звезды, будет приятно. Нужно орка-жреца собрать. Прикольный стол там у гоблина. Бесполезно, но прикольно. Маг поставил себе 6 людей. Но я ему сочувствую, если что. Он, кстати, на магах неправильно играет. Он ставит всех кучно. Не то чтобы неправильно. Но просто, когда против тебя есть МК плюс инсектоиды, то если там перевоплощается МК, ну, там вечный стан будет. Да и в целом, когда много контроля у противника, то не стоит так делать. Так, мастерская бума, отлично. Мне нравится. Яйцо. Яйцо я закину в орка-жреца. Орк-жрец мне необходим, чтобы максимально спамить. Рефрешер, пожалуйста, рефрешер. Рефрешер. Хотелось бы мне взять это наследие. Ребята, смотрите, что сейчас будет происходить. Внимательно записывайте. Это сейчас будет жестко. Хорошие 2 легендарные фигуры пришли, но они мне не нужны.
Все, у меня идеальные предметы под орка-жреца есть, но пока что я не буду их закидывать в орка-жреца, потому что я буду играть через зомбаря. Нос, ты можешь, пожалуйста, успокоиться? Так, инсектоид, а ну-ка иди сюда. Я хочу с тобой поговорить. У меня к тебе есть серьезный разговор. А вот и инсектоид. Смотрите, что сейчас будет с ним. Я ему сочувствую, честное слово. Чук. Бэм. Бэм. Так, 8 зомбарей пошло. Вот это сейчас будет жестко. 12 зомбарей на связи. Давай сюда, Винстрик. Минус 62. Я ему прописал минус 62. Инсектоид наказан. Сочувствую инсектоиду. На самом деле, ни грамма не сочувствую этому инсектоиду. А вот нечего играть на инсектоидах. Не играл бы на инсектоидах, все было бы хорошо. Жизнь была бы у тебя прекрасной. Но ты сам выбрал этот скользкий путь. Непонятный билд там у мага, если честно. Хочет играть через ДК. У него, короче, смешанный билд. Ну, это такое. Но это сломанная тема. БКБ без КД. Ну, точнее, то, что он откатывается. Это жесть. У меня, вот, вечное БКБ. Серьезно? Это нормально? Это ненормально. Это ни грамма ненормально. Что-то разработчики прям такое накрутили. Давай для красоты мне нужно хан в 3 звезды. Так, еще одного выкинул. Дай хана, не жлобись. Может, Рубика в 3 звезды соберу. Ну, а что-то типа хан будет? Эх, обидно. Я думал, на конечный итог соберу себе Рубика в 3 звезды. Было бы прикольно. Было бы еще прикольно, если бы Рубик стырил какую-то приятную обилку. Например, корабль Кунки. Это дичь. Серьезно. Это сломанная тема. Это ультра сломанная тема. Да. Это бред. Это полный бред. Не, я, может, реально ошибаюсь. И 6 богов в предыдущем патче тоже откатывали БКБ. Может быть, я ошибаюсь. Аганим в котле. Я думаю, он Зевса искал. Наверное, он хотел поиграть через Зевса, потому что у него есть там Аганим. Но тогда непонятно, почему у него Кираса. Ну, раз ты играешь через ДК, то закинь все предметы в ДК. Ладно, неважно. Меня больше всего сейчас интересует то, что 6 богов откатывает БКБ. Ребят, серьезно, поправьте меня, если что, в комментариях, если в предыдущем патче они тоже откатывали БКБ. Насколько я помню, БКБ они не откатывали. Вот серьезно, не откатывали. Но знаете, что мне больше всего радует? То, что инсектоид отлетел за 1 раунд. Минус 62, еще и винстрик 19 монет мне сюда просто на ручки накапало. Не, ребят, за инсектоида это обязательно лайк. Инсектоид был наказан. Так что обязательно здесь лайк поставьте. В общем, мне добавить по игре нечего. Я в шоке сижу до сих пор от 6 богов. Сумбурная игра получилась, потому что я на самом деле не знал, на чем я буду играть. Но раз так приходило, то от 6 богов грех отказаться, правильно? Вдруг чего я все равно жрецов собирал сверху. Может быть, я бы жрецов собрал бы. Предметы, конечно, с первого раза идеальные мне упали. И честно, я ни грамма не пожалел о том, что я взял БКБ. Я увидел вот эту вот имбу.
Жесть. В общем, что вы думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк. Если вы на меня еще не подписаны, то тоже подписывайтесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.